Покупаю листья коки. Будем пробовать их. Запах как у мяты где-то. Тошнило, чувствуется уже очень фигово. У нас сломалась машина. Она тупо не заводится. Мне очень фигово. Время 7:30 утра. Мы ждем такси и выезжаем в аэропорт. Мы уже сели в машину. У нас очень классненькая Toyota Etios. Сейчас поедем. Здесь безумно жарко. Сейчас 30 градусов. Но сегодня будет еще больше даже. Мне страшно представить, как мы тут будем существовать. До следующей заправки 144 километра. У меня в машине сонное царство. Дорога моментами выглядит как-то вот так. Нам до ближайшей деревни ехать почти 2 часа. Я уже не совсем уверен, что построил правильный и грамотный маршрут, который мы осилим. Мы в деревне Санта-Роса. Это где-то в 70 километрах от Сальты. Высота над уровнем моря 3000 метров. И виды просто потрясающие. Посмотрите, какая здесь архитектура. Все сделано из камня и песка. Все очень сухое и степное. Здесь абсолютно нет сети. Лично я чувствую какое-то умиротворение и единение с природой. Это абсолютно не туристическая дорога, не туристическое место. Здесь клево. Перфекто. Тастиль – это музыкальный камень. Пустили нас бесплатно посмотреть, что за камень здесь. Производят, добывают, делают из него вот такие вот интересные вазы. Они очень гордятся своим камнем музыкальным. Наскальные живописи 1536 года до нашей эры. Примерно вот так выглядит все, что мы проезжаем мимо. Дорога супер пустынная и песчаная. Мы едем в сторону пустыни Соляного озера. Нам еще ехать 60 километров, правда. Будь здоров. До обеда. Дальше 100 километров по пустыне. Здесь около музея представлена небольшая карта. Вот можно видеть, что мы в Санта-Роса. И мы продолжаем ехать в сторону деревни де Тастиль. И там мы окажемся уже на 3500 метров. Справа от нас более зеленая часть, а слева супер пустынная. Здесь растут кактусы и водятся змеи. Мы передохнули и едем дальше на нашей коробчонке. Вот такие машины едут постоянно здесь. Они перевозят то ли топливо, то ли просто 4100 метров. Мы проехали горный серпантин. Дальше нас ждет дорога по вот такой вот пустыне. Вот оттуда мы приехали. Спустя 150 километров от Сальты мы приехали в Сан-Андресио, Сан-Антонио. Вот как-то так местные красоты выглядят. Мы нашли здесь единственный ресторан, где нас покормят. Как вы видите, я в новой рубашке. Томаса стошнило. Томаса стошнило, укачало, короче, от дороги. Да, непросто. Но как бы что я ожидала, учитывая, что мы поднимались на 4000 метров над уровнем моря, и давление, и все, и серпантин жесткий меня саму чуть не укачало, ну, естественно, ребенка укачало тоже. Вот, ожидаемая история, но в целом ничего как бы страшного, не критично. Сейчас он уже чувствует себя хорошо, это самое главное. На самом деле на 3500 метров что-то и мне чувствуется уже очень фигово. Так вот кафешка выглядит, кстати. Нам уже принесли наши сэндвичи, ветчина и сыр, кофеечек. Мы еще взяли с собой чипсики и сладенькое, и 2 сэндвича еще с собой взяли.
и кофеечек. Смотрите, какая кружка красивая, просто. Очень красивые такие розочки, она такая еще фарфоровая. Даже стевию нашли мне. Ну все, жизнь полна. Ультра бодрящий кофеек, огромная кружка, 100 километров по пустыне. Дорога проходит весело. Я в каком-то горном Sugar Crush. Томас наблевал на меня, и я бы сейчас сам на кого-нибудь наблевал. Продолжаем нашу дорогу по пустыне. Из интересного в этом городе есть танки, которые защищают Мальвинские острова. Такая вот дорога ожидает нас в ближайшие 100 километров. Тотали не туристическое место. Но любовь аргентинцев к футболу поражает. Даже здесь, в чистом поле. А направляемся мы в сторону озера из соли. Это уникальный объект в Аргентине, в провинции Хухуй. А знаешь, все еще будет, южный ветер еще подует, и весну еще наколдует, и память Честно, я думал, что дорога будет хуже. А здесь можно вполне себе ехать 60 километров в час. И 6 вечера, пока что светло. И очень хорошо в целом. Ни одной машины нету, никто не мешает. Кайф. Очень громко только. Лысые ламы гуляют. И мы уже подъезжаем к озеру из соли. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Не первый раз повторяю эту фразу за сегодня. Пустыня преодолена, просто как ралли Париж-Дакар. Вот такие вот заброшенные домики встречаются. За все время мы встретили 2 мотоциклиста нам навстречу, и никто не обогнал нас, и мы никого не обогнали. Еще где-то половина пути. Мы в Хухуе. 100 километров пустыни преодолено. Какое-то заброшенное поселение. Первая машина, которая нам встретилась. Вторая машина навстречу. И тоже внедорожник. Под закат это так красиво выглядит. И среди всех своих остались лишь самые стойкие на мятой траве, стеленной покрывалами. Вокруг все выпито, скурено. Девчонка с глазами пьяными. В целом эту деревушку можно объехать за 2 минуты. Тут буквально 2 дома, куча животных. Вот так вот она выглядит. Тут живут работяги. Ну и мы приехали в гостиницу. Есть еще небольшая церквушка. Ну и школа, конечно же школа. Детишки здесь учатся почитать Аргентину. У нас сломалась машина. Она тупо не заводится, не реагирует ни на что. И это пиздец. Это пиздец. Все, фу. Мы отделались легким испугом. У нас слетела клемма с аккумулятора. Надеюсь, он заряжался, и клемма не так давно слетела. Фу, слава богу. Я немножко шарю и ездил на этой машине. У них вообще проблемные эти аккумуляторы. Надеюсь, генератор работал, и все будет нормально. Но мы доехали. Прекрасный закат. Я в усмерть устал. Мне очень фигово. Надо пить таблетку от головы. Здесь никакой еды, никого. Вокруг ходят ламы. О, заработала машина, слава богу. Такой вот милый внутренний дворик. У нас вот такой вот номер. Вот тут я, очень уставшая и замерзшая. Тут еще есть печка-буржуйка. Вот, очень милые занавески с ламами. О, это что за люди там такие? Привет! Первый день подошел к концу. Мы в необитаемой деревне, даже не знаем ее название. Я принял лучший душ в своей жизни. Здесь есть горячая вода.
Все тело было в песке от пустыни. Время 8:30, мы ложимся спать. Завтра в 8 утра завтрак. Завтрак, кстати, включен в стоимость. И эта гостиница стоит $80 за ночь. Но здесь клево, здесь тепло, хорошо. Спокойной ночи. Доброе утро, а мы идем завтракать. Погода на улице где-то плюс 4 градуса, но солнышко печет. Спалось нам, не сказать, что сладко, было прохладно моментами, и синтетическое постельное белье — это, конечно, ужас. Я не знаю, я не спала всю ночь. Это был тот самый момент, когда ты не можешь заснуть и не можешь расслабиться просто в месте, в котором ты находишься. Настолько ты в напряжении все тело. Вот такой вот нас ждет завтрак. Чаек, кофеек, булочки. Ну, еще у нас пакет своей еды есть. Чипсы, сэндвичи, кофеечек, молочко сублимированное. Ну, походные условия здесь абсолютно точно. Горячо. Орешек. Все, переходим к трапезе. Приятного аппетита. Решил вам снять нашу деревню, чтобы вы понимали масштаб. Здесь просто ни единой души. А вот ламы. Мы с Томасом и с ламами. На солнышке, кстати, очень тепло. Привет, ламы! Такие забавные. Какие они грациозные. Улыбаемся и машем. Гуляем по пустыне. Идем смотреть новую порцию лам. Вот хотите, покажу, как живет местное население. Ну вот так выглядят дома. Кибиточка, печечка из сена и навоза. И все. В общем-то, мы дошли до края деревни. Кто у них самая безобидная лама? Сейчас мы с вами подойдем к очень редким ламам. Эти ламы вкусно пахнут молоком лами. Давайте попробуем подойти, не спугнуть. Черт, спугнули. Сейчас по планам ехать на Солевое озеро. Теперь самый ответственный момент. Заведется ли машина? Пробуем. Все четко. Поехали. Дай мне пару минут и себе дай тоже молча не говоря, высекай по Вот так вот коже здесь наши добывают соль. имена. Ну, а моей главной задачей на сегодня попробовать, действительно ли это озеро соленое. Поверхность выглядит как какое-то покрытие луны. Вот знаете, ходили в поликлинике в детстве дышать солью. Вот здесь такой запах. Салиндас Грандес. Добро пожаловать в провинцию Хухуй, Аргентина. Сегодня у нас по плану попробовать соль на этом озере. Оно действительно соленое. Ну а теперь Настя вам расскажет про местный рыночек и что на нем продается. Мы приехали на соленое озеро. Похоже так, как будто мы ходим по поверхности Луны. My husband just went here, he didn't pay anything. Caminando es 4,000 por persona. Васян, реально надо платить? Он сказал, ничего не знаю, плати. Прикинь? Ага, а ты только что бесплатно пошел. Вот вам и вся прелесть путешествия по стране. Только что бесплатно человек прошел. Я иду как турист. 4 тысячи, блядь. Это что за обман? Принципиально не пойду теперь просто. Из принципа не пойду. Сейчас пойдем пройдемся по местному рыночку, посмотрим, что тут предлагают. Тут все, короче, продают одно и то же. После вчерашних покатушек машина вся в песке. Ну, сегодня ее ждет не меньшая песочная участь. Мы решили приехать на другую точку, чтобы попробовать здесь пройти бесплатно. Тут тоже есть небольшой рыночек, но продается примерно все то же самое. Фигурки из соли, лама там и так далее. Давайте попробуем дойти вон до того знака Салинас Гранде. Оп, все. Идем по соли. Мои стоят. Сейчас послушайте, как скрипит соль под ногами. Какие-то маленькие соляные росточки из земли. Это удивительное чудо света в Аргентине. Вот этот кактус и вот эта лама сделаны из соли. А сейчас мы попробуем найти человека, кто нас провезет по этому озеру и покажет, как оно устроено в самом центре. Было бы интересно посмотреть. Мы решили взять часовую экскурсию и покататься по озеру на машине. Человек, если захочет, он сможет жить в любых условиях. И я удивляюсь, как люди тут живут. Посмотрите, из чего сделана крыша. Сухая трава. Посмотрите, из чего сделаны стены. Просто, камни и грязь. Мы находимся на середине озера соляного. И за мной канавы, в которых добывают соль. Пойдем, и сейчас нам расскажут, как это делают. Надо Томаса только взять. Это вода соленая. Офигеть, какая она прозрачная. Кристальная.
приехали на вторую локацию. Очень похоже на Неваду. Вот дырки в дорожке прямо. И в них соленая вода. Он говорит не ходить, потому что можно провалиться. Вот эта льдышка уже откололась. Вот это тоже может отколоться. Вместе со мной. Жесть. Она провалилась в озеро. Прямо вот сюда провалилась. Надо быть очень аккуратным, чтобы не упасть. Я не знаю, как это передает камера. Кристаллы соли. Короче, водичка градусов 15 здесь. И лучше не проваливаться, честно скажу. Чтобы вы понимали, насколько мы далеко находимся, до Токио 18 тысяч километров. Набродились мы по пустыне. Я купил вот такую шляпу за $5. И мы едем дальше смотреть на семицветную гору. На 470 здесь аутентичный рыночек со всякими приколами 52-й дороги. И реально жесткий ветер 4200. В этом месте нет, больше нет похожих. Убегаю, ищу тебя среди прохожих. Я зависима. Сейчас я вам покажу то, что вы больше нигде не увидите. И только в Аргентине есть такая красота. Это семицветная гора. На улице лютая жара. Мы приехали на viewpoint к семицветной горе. Прям если в пустыне холодно ночью, то здесь жарко днем. Можно наблюдать 7 цветов. Из 7 разных горных пород выстроен этот горный ландшафт. Мы приехали на какой-то лошадиный фестиваль. Весь город в лошадях. Они еще так выцокивают прямо. Чем больше летит камней из-под лошади, тем круче наездник. Мы зашли покушать в кафешку в этом городе, в котором проходит фестиваль. Я наконец-то взяла себе попить святую воду. Еще заказала себе вегетарианскую лазанью. Вася заказал себе что-то там из ламы, или с ламой, или от ламы. Непонятно, короче. И на удивление даже много людей путешествуют, смотрят, как туристы, все достопримечательности. Мы поели, идем в машину. Машина на месте, уже неплохо. Стекла тоже на месте, это вообще хорошо. На улице слишком жарко, и поэтому мы решили поехать отдыхать. Планы изменились. В итоге я один еду на 14-цветную гору, еду на закате. Надеюсь поймать офигенные красивые кадры и показать их вам. Дорога оставляет желать лучшего. Ну вот примерно вот так вот выглядит серпантин. И еще 5 километров вверх. Подъезжаем. Soy de Rusia. Въезд 2000 человека. Подъезжаем, и вид уже захватывает взгляд. Вот она, 14-цветная гора. Наслаждаясь такими потрясающими и уникальными видами, я понимаю, насколько я люблю Аргентину. Я много где побывал и в России, и по миру, но настолько уникальную и потрясающую природу я встречаю только в Аргентине. Это стоило того. Гора офигительная, провинция Хухуй офигительная. И, наверное, с таким видом хочется попросить вас подписаться на канал, поставить лайк этому выпуску. Взял себе чаек. Становится прохладно, солнце уже заходит. Мы часто ругаем Аргентину за отсутствие инфраструктуры, но вот здесь есть туалет. Какой здесь аутентичный туалет. А я поехал дальше. Не, ну вы просто цените виды, которые есть здесь. Реально очень красивые виды. А вот здесь вид на гору, и вообще нет ни единого человека. Все туристы там, на вершине, но 50 метров вниз, и вы соло наслаждаетесь этими красотами. Ну вы посмотрите. Ох, пол выпуска будет эта гора. Закаты всегда потрясные.
А живем мы, кстати, вот в таком вот домике с 2 спальнями. А сейчас я направляюсь за ужином. Вот какой-то церковный двор. Город как-то так выглядит. Флекс. Долбят басы. Всем доброе морозное утро. Вчера ночью мы быстро отрубились после всех переездов, всех перевалов, серпантинов. Очень приятно просыпаться вот с таким красивым видом на горы. Но сегодня я спала просто прекрасно. Я не знаю, с чем это связано, я не знаю почему. Мы встаем, как обычно, очень рано. Сейчас где-то 7 утра. Сегодня у нас по плану возвращение в Сальту, а завтра мы должны были ехать в Качи и послезавтра обратно. Но я принял волевое решение. Стоит отменить 150 километров туда, 150 километров обратно, через серпантины 3600 метров над уровнем моря и просто зачилиться в Сальте. Я устал, Настя устала, ну а Томасу не кайф эти серпантины. Я думаю, что Качи мы оставим на следующую поездку. Ну а сегодня двигаемся в Сальту и по пути смотрим разные интересности. Сейчас мы выпьем кофеечек, там покушаем, что у нас осталось, и будем двигаться уже в сторону Сальты. По дороге мы заедем в местный Стоунхендж, посмотрим его. Пока что впечатление от поездки очень даже хорошее, несмотря на то, что есть определенные свои минусы. В общем и целом мне очень нравится. Мне безумно нравится природа. Где вы еще такое увидите? Нигде. В целом все это перемещение наше по горам, да, это сложно, но какое-то вот испытание, которое ты просто должен пройти, чтобы чувствовать себя лучше. И вот в горах вот реально вот дышится по-другому. Чувствую себя свободнее, чувствую себя здоровее. Есть этот момент, чтобы подумать вообще о своей жизни, о том, что ты хочешь, и поискать мотивацию. И я уже очень сильно замерзла и побежала пить кофе. Как тут красиво поют птички, а мы покидаем этот потрясающий дом. Но прежде всего заедем в Тилкара. И мы отправляемся гулять по Пулкаре. За мной вы можете видеть ботанический сад Тилкары, а мы идем смотреть на историческую Пукару. Это Стоунхендж. Вот мы и дошли до самого главного монумента Пукара де Тилкара. Будь здоров, Томас. Мы приехали в Хухуй, столицу провинции Хухуй. Очень красивый город, очень зеленый город, очень напоминает Испанию. Очень хочется кушать и очень хочется чего-нибудь холодненького попить. Наш обед: стрипсы, картошка с грибами и вот такой вот салат. Мы покушали, с Томасом пошли гулять. Гуляем вот под деревьями с апельсинами. Мы находимся сейчас на площади Бельграно в центре. Смотрите, какое красивое здание здесь есть. Хухуйский замок, центральная площадь. Настя решила прорваться на территорию замка. В итоге мужичок нас попросил выйти из замка. Ну и что? Зато мы все равно зашли. Что, если дверь открыта, что, в нее не зайти, что ли? Если нельзя заходить, то надо двери закрывать. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky tu trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky tu trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky tu trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía. Погуляли по Сальте, мне нравится вайбик этого города. Здесь очень спокойно, кайфово, умиротворенно. Прям очень круто. Пришли в фэнси ресторан. А здесь виды на теннисный корт. Сейчас будем есть. Как обычно, принесли очень много закусочек. Бобы, цукини и какой-то соус. Майонез, блядь. Суп похож на то, что я вчера ел. Настя, ты не лопнешь такого количества? Прям на углях. Очень нежное мясо. Сегодня новый день. У меня сегодня день рождения. Мне 26 лет.
я осознала то, что, оказывается, у меня есть глобальная цель в жизни. Я думала, что у меня ее нету, я просто существую и не живу конкретно. Я думаю, вы понимаете, в чем разница между существовать и жить. Я поняла, что моя цель всегда была, наверное, это как и цель любого человека, это стремиться к свободе. Вот поиск этой свободы, чтобы ощущать себя максимально комфортно. Когда ты не привязан к какой-то конкретной точке, когда ты не привязан к определенному заработку, когда ты не привязан к стилю даже. И вторая цель, которую я поняла в своей жизни, наверное, она подвязывается к цели с свободой, это то, что я хочу быть услышанной. Я хочу, чтобы меня услышали люди, чтобы я донесла какие-то мысли до людей, потому что в целом мысли-то у меня хорошие есть, и хочется их доносить. Я долго думала, как это можно сделать. Написать книгу, но я не писатель, чтобы писать книги. Остается блог, почему бы не выражать свои мысли в блоге? Ты понимаешь, что все на самом деле-то хорошо, а ты загоняешься из-за какой-то фигни. И я наконец поняла, что именно это я и хочу доносить в своем блоге до людей. Я наконец-то открыла вот это вот. Наверное, Настя 10 лет назад была бы очень рада тому, что Настя в 26 все-таки решила снимать видео, потому что мне всегда это нравилось. И тогда, 10-15 лет назад, меня никто не поддерживал в этом, ни семья, никто, потому что считалось, что это, хрень какая-то, да. А сейчас у меня есть поддержка в виде моей новой семьи, новой семьи, которую, я сама создала. И это здорово, потому что с этой поддержкой я наконец могу реализовывать свое вот это вот желание просто что-то рассказывать на камеру. Напишите в комментариях кучу пожеланий для Насти. Ей будет очень приятно почитать ваши лестные комментарии, какая она добрая, красивая, классная, симпатичная, милая, добродушная, креативная. Вот такой вот днерождественский завтрак. Еда очень вкусная. Скидка 15% за оплату наличными. Решили мы в Настин день рождения устроить часовой хайк на церковь Пресвятой Божьей Матери. Вот идем в гору. Вот такой тут через лес подъемчик. Мы с Томасом выбрали более сложный путь, но более быстрый. Вышли на ровную тропинку, а Томас окончательно отказался плыть в эрго-рюкзаке и сказал: поеду только на твоих ручках, папа, и никак иначе. Папа несет, удобно сижу, держусь за него. Настя шла по длинному пути и догнала нас. Как, ты устала? Нет, пить хочется. Сейчас попьем святой воды. Вот мы и дошли. Пришли в такой вот красивый локальный ресторан. Церковь здесь такая красивая открывается. А раньше здесь была библиотека. С чего мы с вами начнем? Ох, все горячее. Пробуем эмпанадос с козьим сыром. Второй эмпанадос с киноа. Необычное сочетание киноа внутри теста с остреньким соусом. Симпатично. С сыром мой фаворит. Солененький сыр, сладкая помидорка. Феерия. Во рту взрывается. Кукурузная каша с говядиной. Вкусно. Очень вкусный нутовый супчик. Вот это тебе понравится, жесть. А вот тут рваная говядина. Картошечка. Попробуем говядину в томатном соусе. Пахнет очень приятно. Вкусно, но я бы досолил. Одна из центральных площадей Сальты. Вайбик города такой: Пятигорск, Владикавказ. Очень приятно, курортно, но не бизи. Малага. Похоже на Малагу, только нету моря. Вот так выглядит центральная улица Сальты. Старый Арбат. Вы посмотрите, в каком офиге Настя. Корейский магазин в Сальте. Реально куча всего. Бульдаки с BTS, всякая история, чипсики прикольные. Можно заварить доширак и съесть прямо здесь. В итоге дарю Насте на день рождения Special Package by BTS Korean Coffee Mix. Довольная жена. Доброе утро финального дня. Сегодня у нас весь день здесь. Обратный рейс
только в 9 вечера. Мы можем посмотреть город по солнечной погоде. Поднимемся на фуникулере на гору. Приехали на фуникулер. Сейчас поедем на гору. Вот такие вот витражи. Здесь красивая и огромная система. Красота. Не, я так кайфую на работу выходить. Приехали на самый верх. Очень красиво и зелено здесь. Максимально весенние вайбы. Настя наслаждается видами с гор. Город на самом деле масштабный. Красиво здесь. Солнышко светит, но не жарко. Мне очень понравилось. Виды красивые. И мне рассказали, что значит этот флаг. Короче, очень интересно, это не ЛГБТ флаг, если вы могли так подумать. Томас на фуникулере! Идем есть эмпанадос. Эмпанадос готовится прямо в печи. Как клево это выглядит. Короче, сейчас будем кушать. Я очень проголодалась. Я очень хочу эмпанадос. Я думаю, будет очень вкусно. Сили довольный сидит, лицо довольное. Я довольный очень. Первое, что нам принесли, это вот такую боливийскую булочку. У нее в составе идет курятина, картошка, лук и оливки. Она очень сочная, бульонистая внутри. На второе эмпанадос с острым соусом. Соус пахнет остренько. Очень много мяса в эмпанадосе. Давайте попробуем эмпанадос с сыром. Сырный эмпанадос мой фаворит. Это очень. Я думаю, мы будем дадеп делать. Это бомба. Я хочу еще эмпанадос в рил. Не шучу. Просто огонь. Произошел дадеп, и мы взяли еще печеных эмпанадос, не только жареных. Давайте попробуем с мясом. Огромные куски мяса, вот мне это нравится прямо. Тоненькое тесто. Ну и сырный эмпанадос. Как же тянется сыр. Какой он нежный. Покупаю листья коки. Gracias. Будем пробовать их. Говорят, просто тонизирующие листья, жевать надо. Лавровый лист коки. Я попробую и расскажу вам. В местной культуре разжевывание этих листьев считается тонизирующим. Вместо энергетика. Запах как у мяты где-то. Не понимаю, это что-то между листьями березы, груши. Есть небольшая горчинка. Я что-то почувствую или нет, я вообще не знаю. Сколько их надо съесть, я тоже не знаю. Послевкусие похоже на матте. Жуются они легко. Прямо зубами превращаешь их в жвачку. Но как долго их жевать надо, я не знаю. Они не самые приятные на вкус. Так как тут жарко, в Сальте и в Хухуе, ну и в соседних северных провинциях Аргентины, здесь не особо принято пить матте, потому что в жару его не очень кайфово пить. И многие таксисты и просто работяги разжевывают листья коки. Кстати, скажу, что у меня онемел язык. Такое легкое онемение языка есть. Не знаю, может быть, это психосоматика. Вообще, что я должен почувствовать, я пока что не представляю. Да, прикольное ощущение. Ты там подъедаешь? Что ты там съел? Лаванда. Лаванда. Освежает, да, правда. На самом деле, язык уже чуть-чуть подонемел. Ну вот как вот, знаешь, язык онемеет у тебя. Нет. Как хлоросептик пшикнуть, если в горло. Ах ты, господи. Впечатление от пакета листьев коки. Ну, как будто это дало энергию, но теперь я сижу и такой какой-то убитый чутка даже. Ну так прикольно, но мне спать теперь хочется, когда меня отпустило с пакета листьев коки. Ладно, сейчас поедем в аэропорт уже и сдавать машину. Полетим в Буэнос-Айрес.